A95X Mini Q1. Вот как-то так жжет A95X в этом сезоне. И обзор этой приставки на канале Технозон. Поехали. Привет, ребят! Сегодня у нас A95Q1 Mini, A95X Mini Q1. Вот как-то они заморочились названием. И я честно вам скажу, A95X начала делать полную жесть. И жесть заключается в том, что это ROG чип 3229. Вот теперь на секундочку, этот чип настолько морально устарел, и не только морально, и физически, что его, наверное, должны были перестать еще выпускать в 2018 году. Я думаю, что A95X заплатили этой компании, чтобы они выпустили на ней приставку. Но что у нас получилось? Это одна из самых, да нет, ребят, это самая худшая приставка, которую я видел в 2020 году. Хуже просто не бывает. Почему? Потому что она тротлила до 0,6 ГГц. То есть это вообще, она просто нулевая, она не может ничего. Вы не можете на ней смотреть ни нормальный контент, ни нормальный YouTube. Хотя нет, я бы назвал это не приставка, это приставка-проектор, смарт-проектор. Вернее нет, смарт-диафильм-проектор. А знаете почему? Потому что когда вы включаете YouTube, он у вас идет как слайд-шоу. То есть это такое, кадры меняются раз в 10 минут. Это просто невероятная приставка. Мы ее сразу не рекомендуем. Если вы мне верите, переходите, ищите нормальные приставки. А вернее, зачем искать? Идете под видео, там есть топ-5 в разных категориях ценовых. При этом это хорошие приставки, которые не греются, не тротлят и с нормальными сетевыми модулями. Не то, что в этом, честно говоря, гуанабоксе. Но если вы не верите, то ждете обзор. Вернее, сейчас мы переходим к обзору, а там есть вся доказательная база. Вот так вот. Но самое интересное, что сделали A95X? Знаете, как они решили проблему нагрева 3229? Кстати, они пытались решить. Они не начали работать с системой охлаждения. Ну, если вы уже пытались удешевить, ладно, я понимаю такой ход, заработать денег, купить процессоры по 50 центов, сделать на них какую-то платформу дешевенькую и продать нам по 20 с мелочью баксов и заработать нам по 10 баксов на штуки, продать их там 100 тысяч штук и заработать хороших денег. Но на самом деле, знаете, что они сделали? Они отключили температурные датчики и все, в этом вся проблема решена. И у них получается один температурный датчик батареи, который показывает постоянно 50 градусов. И люди, не знающие, они будут включить и говорить: о, 50 градусов, какая приставка. А на самом деле там все, тротлинг тест посмотрите, там отрыжка дьявола, понимаете? То есть там он выдал, короче, все, что он ел за всю свою сознательную жизнь. То есть лавой просто. Ну да ладно, все. Ссылка на эту приставку в описании под видео, топ-5 в описании под видео. Под видео также ссылка на условия акции, розыгрыши от канала Технозон, которые постоянно проходят. Ну и, конечно же, под видео есть подписаться, колокольчик, нажав на который вы не пропустите наши самые, мать его, честные обзоры. И мы их делаем для вас, чтобы вы не натыкались на вот такую вот гадость и не покупали, и потом не мучились и не проклинали китайцев, на чем свет стоит. Ну что ж, теперь я говорю, поехали. Ну и здесь я вам покажу всего лишь пару моментов. Что эти придурки сделали? Именно по-другому я их назвать не могу. То есть они взяли на 3229 выпустили приставку. Это в 2020 году. Вот вы видите, да, как AIDA загружается, ну да ладно. ТВ фейк, как мы видим, да, ROG чип платформа, Mini Q01, какой-то РК, ладно, неважно, 2/16. Вот сделали, да и сделали. Центральный процессор, давай, переключайся. RK3229, Cortex A7, 4 ядра до 1,2 ГГц. Это самое дно, которое можно придумать. Это даже хуже, чем Allwinner H3. Кстати, серьезно. Теперь, ну, то, что сеть у нас здесь 2,4 только, это само собой. Что они сделали? Они взяли и урезали датчики температуры. И по кодекам то же самое. То есть в 2020 году, когда все уже гонятся за AV1 кодеком, говорить о том, что здесь, кстати, здесь есть даже РК видеодекодер VP9, чтобы вы понимали, я вам покажу, как этот VP9 работает. Это просто нечто. И всего пару тестов. CPU Throttling тест и YouTube. Этого будет достаточно для того, чтобы вы поняли, что я все-таки прав в отношении этой приставки. Если мы зайдем в опции, давайте, мы увидим, что у нас нет термальных сенсоров для конфигурации. Вот, все по нулям, у нас нет термальных сенсоров. Ну ладно, мы будем все это оценивать по
по графику, не по графику, а по частотам. Как вы видели, это 1.2. Поэтому мы стартанули, опустились вниз и смотрим. Это должны быть 4 ядра по 1.2 ГГц. Сейчас это на 100% загрузке стало уже 0,80 ГГц. 0,8. То есть о каких 1.2 идет, то есть график там вверху, мы его не трогаем. Теперь на секундочку, производительность 2,785 джипс. Ребята, чтобы вы понимали, у iMlogic S905X3 это больше 30 тысяч джипс. Или у того же Tanix TX9S за 25 баксов, это тоже около 25-32 джипс. Вот так вот. То есть, а здесь 4,436, это просто жесть. При этом она уже затротлила до 0,69. Давайте мы буквально 5 минут посмотрим на результаты. Я покажу вам частоту, которую мы достигли, потому что температура пишет 50, это он считывает с батареи. И я вам покажу потом, как VP9 YouTube они заявились. Буквально через пару минут вернемся. Ну, смотрим. На сейчас это 0,6 ГГц. Стабильный 0,7 повышается, 0,6. Вот такая вот у нас штука. Если мы переместимся вверх, мы увидим вот такую вот отрыжку дьявола. То есть тротлила она практически в ноль. Есть пики. То есть, ребята, это худше. До 19% производительности падала. До 0,170 джипс. Это худшая приставка, которую я видел в 2020 году. То есть взять древнючий чип RK3229, хотите, я сейчас YouTube запущу, посмотрите, как работает, шикарно, VP9, 4К, как они заявляют, вообще там огонь. Ну, ждем пока загрузится. Короче, взять в 2020 году дешевейший чип, который уже просто, наверное, доплачивает, чтобы его взяли, и запилить туда Android 9 и попытаться что-то выпустить, ну, это кощунство. Это просто кощунство. То есть вы хотите посмотреть YouTube? Вот вы сейчас вот примерно ждете со мной, сколько запускается YouTube. Он просто запускается, и это он только запускается. О, что-то даже воспроизводится там. Или воспроизводилось, хотя я вообще ничего не смотрел. Или это с моих, наверное, домашних, не знаю. Ну давайте посмотрим. Сейчас мы запустим. VP9 заявились. Давайте в истории. Вот мое видео. И смотрим. Запускается. Давай. Да, оно запустилось. Давай перейдем влево, попытаемся, по крайней мере. Давайте другие параметры. Включим хотя бы вот там, как они заявляются, VP9. Ну давайте 2К. Если они хотят VP9 нам показать. И вот мы смотрим, как у нас работает 2К. Это мега супер производительность. То есть дропы, вы видите, да, прям динамика сумасшедшая. Это шикарная приставка. Вы даже YouTube сможете посмотреть. Ну, слайд-шоу, по крайней мере. Знаете, как фильмоскопы раньше. Это приставка фильмоскоп YouTube. Все, она зависла. Она зависла, нахрен, вообще умерла. Ребят, перехожу, резюмирую, потому что у меня в край много возмущений. Резюме. Резюме такое, что данную приставку нужно сжечь. Поэтому мы ее не рекомендуем категорически. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребята.